Здравствуйте! Приветствую вас на канале Мир модной одежды. Сегодня мы будем шить блузку из льна. Блузка из льна. Очень комфортно, удобно. Летом во время жары вещь совершенно незаменимая. Шьется, сшита она по выкройке со спущенным плечом. Это очень комфортный вариант, очень удобный фасон. В нем очень удобно ходить. И шьется при этом легко и быстро. И смотрится очень хорошо. Вот эта ткань, натуральный лен. Очень комфортная ткань. В вещах из этой ткани летом просто одно удовольствие. Сегодня мы будем кроить из нее блузку. Кроить будем блузку со спущенным плечом. Выкройку я уже строила. Пошить по этой выкройке одно удовольствие. Вещи получаются удобными, комфортными, шить легко и просто. Как построить выкройку блузки со спущенным рукавом, смотрите по ссылке в правом верхнем углу экрана. Блузка мне нужна длиной 64 сантиметра. От 7-го шейного позвонка до низа 64. Здесь у меня была выкройка на платье, поэтому я ее подогнула. Фасон этой блузки прямой, чуть-чуть приталенный, чтобы только наметочка такая была и все. И чтобы была возможность приталить и по спинке, поэтому кроить я ее буду вдоль кромки. И здесь заберу 1 сантиметр по талии, а дальше все будет видно на примерке. Побольше, поменьше. И поэтому прикладываем вдоль кромки, прикладываем спинку. Полочку мы делаем одной деталью, без швов, поэтому прикладываем выкройку к сгибу. Обводим выточки. Мы обводим выточки на полочке. Здесь у нас линия талии. И плечевые выточки на спинке. Вырезаем, оставляя по 1 сантиметру припуски на шов. Нам надо перенести выточку. Обводим ее пожирнее. Дальше выворачиваем вот таким образом, складываем, сложили и отбиваем. Раскрываем, и вот у нас контур выточки. Обводим. Все, выточку мы перенесли. На спинке отмечаем линию талии, надсечку сделали. И когда будем сметывать, мы здесь заберем в талию 1 или 2 сантиметра. Линия талии, насечка. И когда мы будем сшивать боковые швы, мы совместим вот эти насечки на спинке с насечками на полочке. Теперь переносим на вторую половинку выточку. Вот она у нас. Обводим.
Теперь складываем спинку лицевыми сторонами друг к другу. Насечки совпали. Скалываем. Отмечаем здесь вовнутрь 1-1,5 сантиметра, в зависимости от того, какая у вас талия. На примерке в любом случае не бойтесь. Например, вы же ничего не вырезаете, а на примерке вы откорректируете в линию бедер и сюда к спине. Вот это наша линия сметывания. Все, теперь мы скалываем плечевые выточки. Пока что мы ничего не строчим. Скололи. Сметываем плечевые выточки и шов на спине. Дальше мы сметываем нагрудные выточки. Закалываем их. Сметали. Теперь нам надо будет сметать спинку. Вот я сметала шов. Теперь для того, чтобы примерка прошла правильно и хорошо, нам его надо заметать. Потому что если мы оденем, то этот шов будет торчать вовнутрь. И объективной картины, как оно на самом деле прилегает, это изделие, к нашему телу, мы не получим. Поэтому крупными стежками мы заметываем шов. Так, чтобы он просто не торчал. И так все. И выточки, и плечевые, и боковые швы. Это, конечно, займет немного времени, но тем не менее, зато вы померите все правильно. Вот я сметала спинку и сделала строчку. Плечевые выточки. Ткань мнется во время работы. Я ее гладила. Точно так же нагрудные выточки. Теперь мы соединяем плечевые швы. Скалываем плечевые швы. Сметываем. И точно так же строчку прокладываем. Когда мы будем закалывать боковые швы, вот здесь мы делали насечку, вот линия талии, напереди и на спинке. Мы совмещаем эти две насечки и сметываем, закалываем и сметываем. И кофточка у нас будет готова к примерке. Блузка готова к примерке. Вполне возможно, что одной примерки будет вполне достаточно. На примерке мы посмотрим вообще, как сидит. Может, где-то широко, где-то узко. Внести коррективы. На месте ли выточки. Плечо. Например, поскольку здесь нет рукавов, поэтому здесь попроще. На примерке мы оформим вырез. Уточним длину блузки. Если все нормально, если все блузка хорошо сидит, если на бедрах не широкая, в груди не широкая, не надо носить никакие коррективы, то мы продолжаем шить дальше. Если надо, допустим, где-то что-то заузить, мы заужаем, наметываем по новой, снова меряем и приступаем к шитью только тогда, когда это уже все сидит хорошо. Провела примерку. Все идеально, все прекрасно.
Единственное, что здесь по талии, еще 1 сантиметрик надо убрать. На подгибку померили 10 сантиметров. И вот такой формы вырез. Прострочили все швы, обработали их и все отутюжили. Теперь мы обрабатываем горловину. Складываем, соединяем плечевые швы. Здесь тоже боковые швы соединяем, чтобы нам точно найти середину. На примерке мы решили, что вырез должен быть углом до этой точки. Сзади у нас все нормально, там мы не трогаем. Теперь уравниваем плечи, мало ли что во время шитья. Здесь у нас вот такая история произошла. Уравниваем. Теперь выкраиваем обтачку. Складываем ткань вдвое и к сгибу прикладываем нашу деталь, чтобы этот сгиб точно совпадал с этим сгибом. Отгибаем. Вот у нас линия плеча. Припуск на шов. Теперь откалываем. Сейчас выкраиваем обтачку для спинки. Сгиб к сгибу. А рукава мы будем обрабатывать косой бейкой. Что такое косая бейка? Вот долевая, вот поперечная. А то, что выкроено под 45 градусов долевой поперечной, очень хорошо тянется. И именно в этом направлении выкраивается беечка, полоска шириной от 3 до 4 сантиметров. И именно ей обрабатывается деталь. Вот мы выкраиваем. Если нам хватит, то 2 полоски. И как обрабатывать косой бейкой, как обрабатывать обтачки, смотрите видео в правом верхнем углу экрана, на него ссылка. Вот у нас блузка, вот у нас обтачки. Складываем лицевыми сторонами друг к другу. Обтачку переда, обтачку и к переду прикладываем. Прикалываем до плеча. Соединяем, опять же, лицевыми сторонами друг к другу. Посередине у нас здесь шов. Соединяем шов с серединой обтачки. И потом первое, что мы делаем, это застрачиваем на обтачках плечевой шов. После того, как мы его застрочили, мы обстрачиваем полностью горловину. Вот здесь везде прострочила, обметала края. В самом центре, поскольку уголочек, разрезаем до линии пришива. И там, где скругленные детали, шов идет по дуге, мы делаем надрезы. Так, теперь нам надо, теперь мы обтачка плюс 2 припуска на шов.
И вот эти 3 слоя мы прострачиваем, отступая 1-2 мм от линии пришива и по всей длине выреза. После того, как я надрезала, прострочила, вывернула, я все это проутюжила. Выворачивается при такой технологии выворачивается очень легко, просто, и изнанки не видно. Теперь я сделаю отделочную строчку. Рукава тоже готовы. Как их обработать, я вам рассказывала. Нам осталось, я обработала низ. Теперь я только подогну и прострочу. И наша блузка готова.